предыдущем видео я рассказывал об основных причинах вздутия. Если вы пропустили его, то сначала посмотрите первую часть, а затем возвращайтесь сюда. Сейчас мы поговорим о том, как бороться со вздутием. Видео будет состоять из 3 частей – продукты, добавки и привычки. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца. Необходимо заметить, что методы борьбы со вздутием из-за запора могут потенциально ухудшить проблему у людей с СИБР и наоборот. В некоторых случаях решение может быть простым, например, удалением или ограничением определенных продуктов, как в случае с непереносимостью пищи. Но на практике чаще всего встречаются комбинированные проблемы, и лечение будет отличаться в зависимости от причины. Может потребоваться много проб и ошибок, а также целый коктейль из добавок, питания и изменения образа жизни для того, чтобы получить заметный эффект. Плюс многие средства не так хорошо исследованы, поэтому я всегда рекомендую работать со специалистом для того, чтобы найти ваше уникальное решение проблемы. Меня зовут Влад, вы на моем канале Питание Про. Итак, погнали! Давайте поговорим о продуктах, которые помогут справиться со вздутием. Как я упоминал в прошлом видео, одной из причин вздутия может быть недостаточная выработка пищеварительных ферментов или же их отсутствие. Есть множество добавок с ферментами на рынке. Но также существует много продуктов, которые содержат в себе пищеварительные ферменты, помогающие расщеплять пищу на питательные вещества для того, чтобы ваш организм мог ее быстрее усвоить. Например, в папайе содержится папаин, в ананасе бромелаин, а в киви актинидин. Эти ферменты помогают расщеплять белок до аминокислот. Но если первые два не так хорошо изучены, то киви помогает как справиться с запором наряду с черносливом и псилиумом, так и может помочь уменьшить симптомы вздутия. Для этого достаточно съедать всего лишь 2 штуки в день, поэтому киви считается королем антивздутия. Второй продукт в списке – это имбирь. Он обладает прокинетическими свойствами, помогающими стимулировать опорожнение желудка и пищеварительную подвижность. Имбирь также содержит протеолитический фермент зингибаин, что делает его вдвойне полезным. Единственное, что имбирь исследовался в основном в добавках с высокой концентрацией, поэтому для достижения клинического эффекта как от капсул вам потребуется съедать довольно много свежего корня. Но если вам нравится имбирь, то можете смело включать его в свой повседневный рацион. И также не забудьте подписаться на канал, если еще не подписаны. Третий продукт – это перечная мята. Она является спазмолитиком и помогает успокаивать ЖКТ. Ее хорошо использовать после приема пищи с высоким содержанием FODMAP. О том, что это такое, я говорил в предыдущем видео. Концентрированное масло перечной мяты показало хорошие результаты в лечении вздутия и боли в животе. Однако следует отметить, что оно также может усугублять изжогу, поэтому необходимо обратить на это внимание. Номером 4 в списке помощи при вздутии являются горькие продукты, такие как руккола, грейпфрут и другие. Они могут помочь стимулировать рецепторы желчного пузыря, поджелудочной железы и желудка, для того, чтобы увеличить отток желчи и выработку пищеварительных ферментов и кислоты в желудке. Так что их стоит рассмотреть как часть вашего повседневного рациона, если вам нравится их вкус. Пятый продукт в списке – семена фенхеля. Они не только хороший источник клетчатки, но также обладают антибактериальными, противогрибковыми и противовоспалительными свойствами, которые помогают улучшить микробиом и уменьшить процессы брожения, которые вызывают газы. Противовоспалительное вещество анетол в семенах фенхеля также может помочь расслабить кишечник для увеличения перистальтики и выведения газов. Шестыми в списке являются семена чиа и льна. Они богаты клетчаткой, и их питательная ценность довольно высока, поэтому вам необходимо небольшое количество семян в качестве добавки к пище для того, чтобы получить много пользы для здоровья. Эти семена также являются низкими по содержанию FODMAP, поэтому они могут быть полезны для чувствительных желудков. Но если вы не знаете реальную причину вашего вздутия, то необходимо очень аккуратно использовать их в вашем рационе. Некоторые исследования показали, что пища, богатая пробиотиками, может помочь в некоторых случаях для уменьшения вздутия. Такие продукты, как квашеная капуста и кефир, содержат в себе естественно присутствующие в организме пищеварительные ферменты. Также фермент лактазы, найденный в кефире, помогает людям с непереносимостью лактозы увеличить переваривание молочных продуктов. Однако, если ваше вздутие вызвано избытком бактерий или связано с гистамином, то следует очень быть осторожными с добавлением бактерий, даже если они хорошие. Переходим к добавкам. Правильная добавка от вздутия будет очень строго зависеть от его причины. Сначала поговорим о пищеварительных ферментах. Обычно людям с недостаточностью поджелудочной железы назначают различные протеазы, амилазы и липазы. Но если у вас просто непереносимость пищи или чувствительность к разным продуктам с высоким содержанием FODMAP,
то лучшим вариантом будет просто ограничить их в своем рационе. И если у вас непереносимость лактозы или галактанов, и вы не можете или не хотите ограничивать эти продукты, то вы можете использовать пару добавок с ферментами, которые помогают в данном случае. Это лактаза и альфа-галактозидаза. Что касается других добавок с пищеварительными ферментами, то большинство из них имеют очень ограниченные доказательства их работы. На самом деле прием добавок – это лишь вспомогательная терапия для того, чтобы облегчить симптомы, но они фактически не решают проблему и не обеспечивают вам абсолютного облегчения. И здесь важно работать со специалистом, используя данные анализов для того, чтобы подобрать необходимые для вас ферменты и затем уже использовать их в вашем рационе. Следующий препарат – бетаин-гидрохлорид. Низкий уровень кислоты в желудке также может вызвать вздутие из-за плохого переваривания и брожения пищи. Однако добавки бетаина-гидрохлорида могут помочь справиться с этим, помогая вырабатывать желудочный сок. Но если вы не знаете причину вашего вздутия, прием данной добавки может быть небезопасным. Например, люди с Helicobacter pylori могут получить осложнения в виде язвы, так как добавки бетаина могут способствовать более глубокому проникновению данных бактерий в слизистую желудка. Поэтому лучше проконсультироваться с врачом, чтобы понять, подходит ли вам эта добавка. Третий препарат – иберогаст. Он представляет собой отвар из мяты, корня солодки, ромашки и мелисы и был эффективен в клинических испытаниях. Исследования показывают, что он может помочь снизить газообразование, также регулировать мышечные сокращения вдоль пищеварительного тракта и улучшать секрецию, что в совокупности может способствовать облегчению симптомов вздутия. Теперь поговорим о добавках с пребиотиками. Мы говорили о запоре и медленной перистатике как об основной причине вздутия. И в этом случае добавки с клетчаткой могут помочь. Частично гидролизированная гуаровая камедь – это пребиотическое волокно, которое способно улучшить симптомы запора у людей с СИБР, увеличивая количество дефекаций без лишнего брожения. Точно так же псилиум – это очень отличный вариант для лечения запора и улучшения пищеварения, улучшая симптомы СИБР, включая вздутие. Однако, как и с клетчаткой из пищи, у пребиотических добавок есть одна проблема баланса, когда как избыток, так и недостаток ее в организме может усугубить вздутие. Поэтому важно обсудить со специалистом, прежде чем начинать принимать добавки с пребиотиками. Пара слов о пробиотических добавках. Как и продукты с пребиотиками, добавки состоят из конкретных штаммов бактерий и очень индивидуализированы. Если подобрать их правильно, то можно способствовать улучшению работы иммунной системы, а также снизить разрастание плохих бактерий и уменьшить дисбактериоз. По исследованиям, мультиштаммовые пробиотические добавки были более эффективны для большинства населения с заболеваниями кишечника по сравнению с одиночными штаммами. Поэтому обычно используются комбинации штаммов различных бифидо и лактобактерий. Наконец, в финальной части я бы хотел обсудить способы изменения образа жизни для улучшения симптомов вздутия, начиная с пищевых привычек. Как вы едите, также часто важно, как и то, что вы едите. Для начала сосредоточьтесь на медленном жевании пищи и замените газированные напитки обычной водой. И только это сможет помочь уменьшить потенциальное вздутие за счет уменьшения глотания лишнего воздуха. Далее обсудим стимуляцию блуждающего нерва. Это один из основных компонентов парасимпатической нервной системы, который контролирует пищеварение через ось мозг-кишечник. Виды деятельности, стимулирующие эту ось, такие как пение, смех, глубокое дыхание и даже полоскание горла водой, могут помочь улучшить пищеварение. Также любая деятельность, направленная на снижение стресса, может помочь улучшить пищеварение. Поэтому я рекомендую уделить внимание расслаблениям и различным медитациям в те дни, когда вам особенно некомфортно. Следующий пункт – это движение. Понятно, что когда у человека сильные боли в животе из-за вздутия, то последнее, что бы он хотел делать, это бегать или тренироваться. Но исследования показывают, что прогулка или легкие упражнения из йоги, направленные на мышцы живота, могут активизировать перистальтику и способствовать выведению газов. И финальный пункт – это массаж. Подобно умеренным упражнениям, массаж живота
может помочь расслабить мышцы желудка и устранить скопление газов, стимулируя пищеварение. Вы можете аккуратно массировать живот самостоятельно или же просто лечь на живот для того, чтобы помочь в этом действии. К сожалению, пищеварение довольно сложная штука, и для большинства людей избавление от вздутия не будет быстрым и безболезненным. Но можно постепенно, шаг за шагом, двигаться к цели, используя правильные методы. Все в ваших руках. Напоминаю, что вы можете связаться со мной по ссылке ниже, и я помогу вам решить ваши проблемы с лишним весом или же пищевыми привычками. Мы подберем для вас необходимое питание и тренировки, исходя из ваших целей. Подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропустить следующие видео. Пока!